Всем привет, друзья! Я Ксения Назарова, и я рада приветствовать вас на своем творческом канале «Красота в деталях». И в сегодняшнем моем видео хочу предложить вам обзор моих творческих работ на школьную тематику. Потому как так сложилось, что в наличии у меня сейчас очень много бантиков, они все разные, и что-то я уже забыла, как выглядит. Просто хотелось бы самой для себя такой подвести итог и показать вам все, что у меня есть, все мои творческие идеи на школьную тему. Я, в свою очередь, жду от вас каких-либо комментариев, может быть, пожеланий. Кто-то скажет, каких бантиков у меня не хватает, какие я должна буду еще придумать или сделать. Мне очень нравится, когда на моем канале есть творческое общение с вами. Мне всегда очень приятны ваши комментарии, теплые отзывы, какие-то советы и творческое общение. Пожалуйста, подписывайтесь на мой канал, если вам интересны мои видео. Буду рада новым друзьям. И мы начинаем наш видеообзор. Первым номером хочу показать такой набор, состоящий из двух бантиков и брошки на белую блузочку под воротничок, либо можно приколоть такую брошечку на лацкан жилетки или школьного пиджачка. Здесь такая висит символ мудрости совушка. Он небольшой, 7 сантиметров длина бантика. И это такой школьный набор прямо для осени. Рыжий цвет осенней листвы здесь преобладает, и, как мне кажется, очень хорошо будет сочетаться с школьной формой, где присутствуют белые и серые цвета. Такие крупные бантики, очень яркие, выразительные. Длина бантика 10,5 сантиметров. Очень хорошо будет на хвостиках, наверное, смотреться, на длинных волосах, на двух хвостиках. Вот такие вот бантики и брошечка. Далее, уже давно, но очень мне понравились вот такие вот розочки, и я изготовила такие заколки с розочками, 2 заколочки из репсовых лент. Тоже подойдут в той школьной форме, где, возможно, главное платье школьное, оно в бордовом цвете. Есть такие школы, где девочки носят белые блузки с бордовыми юбочками или жилетками, юбочками, платьями. И вот такая вот тоже небольшая брошечка под воротничок на белой блузочке будет очень хорошо смотреться. Здесь такой вот осенний листочек золотой, длинные такие кисточки из бархатной ленты. А также в таком же стиле я сделала еще вот такой вот школьный ободочек, тоже роза. Возможно, не все девочки носят косички или хвостики, есть прически каре. И вот можно надеть такой ободок, тоже он очень, как мне кажется, такой выразительный, берет на себя внимание, такой крупный. Вот такая розочка бордовая и листочки. Ну и, конечно, очень часто в школьных бантиках используют такой вот голубой цвет. Это голубые чернила. И вот такие бантики очень нравятся моей дочке, потому что у них такие веселые кисточки есть. Сделаны на заколочках, но можно сделать их и на резинках. Такие вот цветочки в технике канзаши из атласных лент 4 сантиметра. Мастер-класс таких бантиков есть на моем творческом канале. Тоже подробный мастер-класс вот таких вот заколочек. Диаметр цветочка 7 сантиметров. Далее я хочу вам показать еще вот такие маленькие заколочки. Заколочки для челочки.
их еще называют, чтобы прибирать выбившуюся прядь. Для тех, кто не любит большие громоздкие конструкции на своей голове, на заколочке клик-клак. Мастер-класс этих заколочек тоже есть на моем видео, на моем творческом канале. Подробный мастер-класс таких заколочек. Традиционно для школы черно-белая гамма, ну и, конечно же, клеточка. Клеточку я очень люблю. И вот такие вот бантики. Подходят они для начинающих рукодельниц, потому что делаются очень легко, элементарно. Но выглядят они очень даже так торжественно и выразительно. Длина бантика 8 сантиметров. Можно сделать на резиночках или на заколках. В серединке такие вот пряжки поблескивают со стразиками. Как вариант таких бантиков тоже черно-белая гамма сделала вот такие вот для одной своей заказчицы, мама дочки. Дочка носит бантики на концах косичек, поэтому такие бантики должны быть максимально такие миниатюрные, не громоздкие, поэтому вот постаралась сделать, насколько могла, такой миниатюрный бантик, 7 сантиметров длина. Здесь у меня черное кружево использовано и репсовые ленточки. Очень довольна работой и понравились мне такие бантики-малышки. Буду делать точно такие же, еще только в других цветовых вариациях и для других случаев. Вот черно-белая гамма. На этом у меня не заканчивается. Такой бантик вот для того, чтобы носить, может быть, сзади на хвостик прикалывать. И сразу такой очень деловой парадный вид получается. В серединке бантика вот такая вот ромашка канзаши, техники канзаши. В бантике используются репсовые ленты, поэтому он практичный, не теряет форму и подходит для постоянной носки. Да? Он довольно крупный такой бантик, 10,5 сантиметров. Можно сделать его на заколке автомат. Мой бантик сделан на зажимчике для волос. Довольно крепко держит. Также очень мне нравится вот такой вот бантик. Даже мастер-класс еще пока не вышел на него, но готовится. Мой любимый горошек. Вот из такой ленточки сделан. Атласная лента. Черная в белый горошек. Шириной 2,5 сантиметра. Стандартная ширина. Тоже черно-белый бантик. Длина 8,5 сантиметров. Также черно-белые бантики еще есть у меня вот такие, тоже ромашка в серединке. Они крупные, очень яркие, на хвостиках тоже, на двух хвостиках хорошо смотрятся. Длина бантика 11,5 сантиметров. И на 1 сентября они тоже будут очень классно смотреться на голове вместе с черно-белой школьной формой, с белой блузкой, с черным школьным платьем. Основной бантик сделан из репсовой ленточки, черный в белый горошек в мелкий, шириной 5 сантиметров. Очень люблю эту ленточку, использую в своих работах. Ну и теперь покажу вот такие вот очень пышные бантики из ленты с люрексовыми краями, краешками. Атласная лента белого цвета, двусторонняя, шириной 2,5 сантиметра. Такие бело-золотые бантики. Они не очень крупные, такая хорошая средняя у них длина, 8,5 сантиметров. Сделаны на резиночках. И вот также есть у меня такой наборчик, мне очень они нравятся, похожи на какие-то
такие хризантемки. Ушла немножечко в сторону от белого цвета. Такой оттенок ленты немножко нежно-нежно-персикового цвета. Сами лепестки, и имеют они тоже люрексовый край, серебряный по своим краешкам, и белое кружево. Бантики на резиночках, очень пышные, и тоже будут хорошо смотреться на хвостиках у первоклашки. Вот такие вот бантики, и к ним же сделана брошка, возможно, для мамы, которая захочет с дочкой быть в одной цветовой гамме. Вот такая брошь-игла с хризантемой в технике канзаши. Лепесточки сделаны из атласной ленты 2,5 сантиметра. Вот такая вот ленточка участвовала в создании этих аксессуаров. Ну и пробел пока у меня насчет белых и пышных бантиков. Вот делюсь с вами творческим экспериментом. Хочу сделать вот такие вот невесомые пышные цветочки. Остроконечный у них лепесток. Лепесточки сделаны из белой ленты органзы. Пока еще даже не сделала этому бантику пару. Но в ближайшее время займусь этим. Фантазия наша безгранична, вариантов школьных бантиков великое-великое множество, вкусы у всех разные. Пожалуйста, пишите в комментариях, как вы видите идеальный школьный бантик, каким же он должен быть. Как вы считаете, понравились ли вам мои работы, что бы вы хотели добавить, возможно, скажете, чего-то, может быть, мне не хватает. Буду ждать ваших комментариев с большим интересом. Если вам понравилась моя коллекция школьных бантиков, оставьте мне, пожалуйста, лайк, буду вам очень благодарна. Подписывайтесь на мой канал, кто еще этого не сделал. Будем вместе дружить. До новых творческих встреч. Пока-пока. Друзья, спасибо за просмотр моего видеообзора. Если вам понравились мои бантики, ставьте, пожалуйста, лайк, подписывайтесь на мой канал. Буду рада всем новым творческим друзьям. До новых встреч. Пока-пока.